Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня мы с вами хотим поговорить о очень важной теме. Какие же вещи никому, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя давать. И чем это грозит для вас. Обязательно досмотрите это видео до конца. И, друзья, поделитесь с теми, кому эта информация будет важна и полезна. Наверное, многим из нас уже давно известно о том, как давать деньги в долг, что не стоит это делать, например, в вечернее время. Однако, вы знаете, есть такие вещи, которые вообще нельзя никогда и никому давать. И это чревато плохими последствиями. Обращаем ваше внимание, что если в вашей жизни началась черная полоса, не спешите сетовать на свою судьбу. Лучше возьмите себя в руки и постарайтесь вспомнить, кому и что вы одалживали в последнее время. Ведь не зря наши далекие предки верили, что вместе с такой вещью или предметом мы передаем часть своей энергетики. И чтобы не лишиться везения, пожалуйста, запомните этот список, чтобы ни при каких обстоятельствах эти вещи не должны оказаться в чужих руках. Итак, друзья, это кухонная утварь и это стол. Стоит задуматься, отчего у вас на пороге появилась соседка с просьбой позаимствовать сковородку или сотейник. Вы знаете, кухонная утварь сохраняет энергетику дома. И не нужно удивляться, что, побывав в чужих руках, она станет причиной проблем со здоровьем или серьезных размолвок. В современном мире соседи уже редко ходят друг к другу для того, чтобы что-то одалживать. Особенно, что же касается тарелок, вилок или ложек. Знаете, это нехорошо, потому что посуда способна нести вместе с собой энергетику дома, где она находится. В результате собственная энергетика жилища будет нарушена. Также помните о том, что одалживать стол на новоселье не возбраняется, но при этом нужно отдать его, предварительно накрыв скатертью. Если не сделать так, то в дом к людям, которых вы выручаете, может прийти безденежье. Также, друзья, вы, возможно, обращали внимание на тот факт, когда ваша мама или бабушка отдавала что-либо из кухни. Ту же мясорубку или соковыжималку, и после того, как она возвращалась, почему-то она переставала работать, или с ней происходили какие-то непонятные события. Друзья, это все энергетика. Далее, никогда не отдавайте веник, потому что веник, обращаем ваше внимание, с веником достаточно связано много различных поверий, советов, которые нам передались от бабушки. И напоминаем, что нельзя в доме держать два веника. Именно в доме, потому что это способствует финансовым трудностям. И веник раньше часто использовали для наведения порчи из глаза. Поэтому ни в коем случае не отдавайте этот предмет кому-то, потому что это может быть чревато различными проблемами. А вот дарить новую метлу вполне разрешается. Мы обращаем ваше внимание, что веник, он не накапливает энергию, но он очищает ваше помещение, выметая вместе с мусором и грязью весь негатив. И вот отдавая свой веник кому-то, и пусть даже на какое-то время, вы оставляете дом без защиты. И, друзья, отдав веник, человек вступает, возможно, и в полосу неудач. Скандалы, безденежья – это способно настичь вас вместе с отданным кому-то веником. И даже в своей квартире нельзя давать веник в руки посторонним, чтобы те подметали, иначе утечет удача. Веник можно отдать навсегда, если вы больше не собираетесь им пользоваться, но тогда возьмите символическую плату за такой веник. Далее, друзья, соль. У соли, помните, есть энергетическая память, и она в себя впитывает энергетику человека, особенно в доме, у которого она находится. И с солью связано достаточно множество всевозможных ритуалов, поверий, суеверий. Поэтому соль в долг никогда не давайте. Можно отдать ее без возврата, но опять же купив или продав за символическую плату.
При этом из рук в руки давать соль нельзя. Нужно поставить просто на стол и пусть просящий возьмет сам. Эти вот белые кристаллики признаны одними из самых загадочных веществ. Даже наши бабушки знали, что соль способна накапливать энергетику дома и всех, кто в нем живет. Поэтому, когда вы одалживаете соль чужим людям, вы отдаете с ними вместе свою жизненную силу. Так что нет ничего странного в том, что после этого вы внезапно начинаете ощущать усталость, возможно, опустошенность. Поэтому главным, наверное, верным способом обезопасить себя и своих близких от возможных проблем является безвозмездная отдача соли. Предупредите просящего, который просит у вас соль, что ему не придется возвращать взятую у вас приправу, и сразу поймете, с какими намерениями он явился в ваш дом. Или попросите все-таки заплатить какую-то символическую плату. Также, друзья, хлеб. Давать хлеб можно, но есть здесь маленькие ограничения. Последний кусочек хлеба отдавать запрещается. Также нельзя давать хлеб через порог и после заката солнца. Если нарушить, то это чревато всевозможными негативными последствиями. Можно на самого себя навлечь череду всевозможных проблем. И, конечно же, заповеди нас библейские учат тому, что никому нельзя отказывать в куске хлеба. И, конечно, их необходимо соблюдать, придерживаясь при этом определенных правил. Так, если вы хотите отдать последний кусок хлеба из дома, не исключено, что тем самым вы приманите в свое жилье бедность. Также не протягивайте хлеб через порог, иначе вместе с ним вы лишитесь части семейных радостей и благополучия. И еще помните, нельзя давать в долг хлеб, когда солнце уходит за горизонт. Так можно подвергнуться воздействию порчи или сглаза, а жизнь наполнится разочарованиями. Также, друзья, ничего и никому не давайте в долг. Даже народная мудрость говорит нам о том, что передавая вещь, вы таким образом отдаете успех, счастье и здоровье. Именно поэтому наши бабушки, дедушки советуют ничего не брать и не отдавать в церковные праздники, вечером и перед сельскохозяйственными работами. Если мы говорим о днях недели, то не рекомендуется давать в долг или отдавать что-либо по средам, пятницам и воскресеньям. Нельзя отдавать и что-либо одалживать в день, когда из дома кто-то уезжает. Если не нарушить этот запрет, то это поможет человеку, который путешествует в дороге, и поможет ему во время возвращения домой. Также обращаем ваше внимание, что в первые несколько дней после рождения ребенка также нельзя ничего отдавать, иначе ребенок будет постоянно испытывать дискомфорт, а когда станет взрослым, будет избегать своего дома. Конечно же, щедрость – это ценное качество. И если есть возможность, то стоит поделиться с друзьями, близкими, родными. Тем не менее, друзья, некоторые вещи все-таки мы не рекомендуем одалживать никому, в том числе и близким людям. Зачем раздавать свое благополучие, удачу, изобилие и достаток? Иногда мы не знаем, бывает так, что даже часто вроде бы и самый близкий человек попросил, а потом происходят нехорошие определенные события в жизни. И мы задаемся себе вопросом, а что же произошло? А вот, друзья, казалось бы, какие-то простые банальные вещи, но таким образом мы нарушаем какой-то обмен энергиями в нашей жизни, и происходит дисбаланс во Вселенной, который отражается и на нас.